Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Luminox. И, наверное, из всех таких military брендов, это один из самых уважаемых. Американский бренд, который Swissmade, часы производит в Швейцарии. И, кстати, эти ребята официальные партнеры и морских котиков американских, и Биара Гриллса, и Ассоциации поиска и спасения в Исландии, и Lockheed Martin, и, короче, кучу всего другого, крутого. И также они во многие такие вот организации поставляют свои часы. Так что давайте смотреть, сегодня у нас прям military. Ну вот все как вы любите. Открываем кейсик. Опа! Какая тут моделька-то, а? Так, что у нас, кроме модельки, лежит гарантийная такая вот международная карточка. В сторонку кейсик, в сторонку вот эту вставочку. И вот они. Ой, какие. Ой, какие часы-то. Так, пленочку нафиг. Кстати, по поводу часов и тех же Luminox. В интернет-магазине All Time более 50 тысяч товаров от более 100 мировых брендов. Есть собственная сеть сервисных центров, которые обеспечивают гарантийное и постгарантийное обслуживание по всей России. И, конечно же, в их музее времени и часов можно увидеть уникальные экспонаты и узнать историю часового дела России. Но military, да? Любители military, что скажете? Слово за вами. Да, Luminox это, наверное, вот один из тех многочисленных брендов, который очень плохо всегда смотрится на рендерах, а когда в руки берешь, думаешь, прикольно. Короче, референс у этой модели сейчас у вас на экране, и модель называется Recon Point Divers. Ну и дальше референс, который я показал уже. И здесь все такое вот специализированное, да. Корпус углеродно-армированный поликарбонат, легкий, очень прочный композит. Посмотрим, сколько там будет по весу. Нейлоновый ремешок натовского стиля, такой плотный, кстати, плотный ремешочек. И мне, кстати, нравится оттенок. Оттенок очень такой достаточно яркий прям, ну, понятно все. Для летней, так сказать, прогулки в лесу, да, и скрытности. Тритий Т-25. Спросите, почему не Тритий, например, какой-нибудь 100, а я вам отвечу, потому что Тритий Т-25 разрешен во всех странах мира, а Тритий 100 во многих странах мира не разрешен, поэтому крупнейшие производители обычно используют Тритий Т-25. Он чуть менее ярко, может быть, светит, чем Тритий 100, но как бы для милитари целей яркость излишняя, она как раз таки и не нужна. Но при этом светят они все одинаково до 25 лет. Сапфир, кстати, здесь с внутренним антибликом. Внутри кварц ронда, какой конкретно не указывают они. 200 метров водозащита и Swissmade, естественно. Что касается цены, то я посмотрел на американских разных магазинах и площадках, ну, примерно $450. Что для Luminox, в принципе, не так уж и много. Так, 45 у нас даже с небольшим, если вот по безелю измерять. По корпусу будет чуть поменьше, а по безелю вот 45,7 я намерил, а заявляется там 45. Ну, потому что вот эти вот наплывчики такие, да, где браться удобно, чтобы перемещать безель, они чуть шире, чем сам корпус. Дальше, по высоте, кстати, невысокий корпус, 13,2. Ремешок на 22, наверное, давайте посмотрим. Да, ремешок на 22, так что, если что, можно что-то стороннее ставить. Но мне кажется, к такого плана часам, ну, здесь либо каучук, либо НАТО-ремешок. И почти 51 от ушка до ушка. Мое запястье 18,5 в обхвате. Ну, собственно, вот что мы получаем. Ну, классическая такая милитари посадка. Хотите, чтобы вот тут ничего такого, да, не торчало по бокам, берите каучук. Но по классике, конечно, здесь натовский ремешок. Прикольный, мне очень понравился материал, потому что, честно говоря, я вот скажу так, что если не брать ремешки натовские премиум, которые вот как автомобильные ремни, но они немножко специфические, их, например, летом очень жарко носить, то вот из классических, вот это, наверное, самый лучший, который я встречал. Действительно классный ремешок, он такой плотный, он при этом достаточно гладкий, удобный, ну, сделан классно. Ну, Luminox, наверное, разбирается в ремнях и, собственно, не зря вот, деньги не за просто так берет. Классно, слушайте, прикольно. Ну, прям сразу видно, что собрался на дело, да, на рыбалочку, да, или куда-нибудь еще. Ладно, ремешочек давайте снимем и посмотрим на циферблат, и по корпусу поговорим, и по весу. Мне интересно, и давайте, наверное, первым делом вес и посмотрим.
Должно быть немного. Так, ха-ха, 71,3. Действительно немного. Дальше. Да, ремешок классный, здесь все приятненько. Что тут на задней крышке? Вы же всегда любите посмотреть заднюю крышку. Наверняка здесь какая-то красотулечка, да? Ну, вот такая красотулечка здесь. Swissmade, сапфир, карбонокс кейс. Они называют карбоноксом, да, вот этот вот углеродно-армированный поликарбонат. Очень надежный. Ну, называют и молодцы. Так, мне безель хочется потискать немножко. Так. На 60 кликов. Неплохо, четко, уверенно. Очень легко браться, потому что выступы здесь есть. Слушайте, безель приятный. Для вот такого плана часов безель очень даже окей. Конечно, мне нравится цветовая гамма здесь. Желтый с черным всегда приятно. При этом они такие не очень яркие. Кстати, интересно, что выделено 9, 10, 11, 12 именно. Метки, остальные такой ярко-желтый, остальные зеленые. Честно говоря, не знаю, с чем это может быть связано, не нашел в описании. Если вдруг знаете, напишите в комментарии, будет интересно. Наверное, какая-то здесь история есть. Логотип накладной, вот эти вот 4 цифры тоже накладные, кстати, а остальные цифры такие вот чуть поменьше, не такие высокие. Очень интересно здесь, значит, по тому, что можно рассчитывать в этих часах. Значит, компас я обнаружил, да, можно пользоваться компасом. Есть дата в отметке 3 часа. И также есть еще шкала для walking speed, то есть расчет скорости передвижения именно пешком. Ну, интересно, в милях в час это здесь разметка. В общем, наверное, пригодится. Опять же, напишите в комментариях, вы пользуетесь такими вот примерными прибамбасами. Или, будем говорить откровенно, здесь это для создания такого еще более замудренного, сложного, мужественного такого, да, милитари дизайна и стиля. Я думаю, что второе, но вдруг я не прав. Обязательно скажите в комментах. Но мне нравится дизайн. Такой сразу понимаешь, что вот такое, что-то серьезное. С этими часами только хочется чем-то серьезным, таким реально мужским заниматься. Даже просто вот пошел ты, так сказать, какой-то ерундой заниматься, а у тебя на запястье вот такие серьезные часы, ты же уже вот так посмотришь на них и подумаешь, блин, не, сегодня я буду менять мир, например, да, и вот уже как бы серьезно. Это не шутка, между прочим. Это вот действительно вот от часов зависит все в этой жизни. Вот. А приятный корпус, кстати, он такой вот все-таки чувствуется небольшой вес, приятный, действительно, наверное, там армированные, какие-то волокна есть металлические, и он не, знаете, вот если сравнивать с легкими часами, с теми же, допустим, G-Shock'ами, которые пластиковые, то этот весит тяжелее. Это чувствуется, и мне приятно, потому что я не люблю легкие часы на запястье, я люблю всегда сталь, чтобы прям весело, чтобы чувствовалось. И вот здесь хотя бы в какой-то мере чувствуется, но мы с вами их взвесили, и они действительно неплохо. А это уже, знаете ли, плюсик. Ну что ж, здесь по качеству печати, меток, в принципе, все окей. Опять же, для такого плана часов я не думаю, что производитель должен прям уж заморачиваться качеством. Но здесь вполне себе приятно. Эти часы совершенно для другого. Часы на убой, часы, которые беречь не будут. А если для вас, ну, если вы, допустим, трясетесь за вот подобного плана часы, то, наверное, вам не стоит их и покупать. Взять что-нибудь попроще и подешевле. Ну, третий всегда светит неярко. Здесь вот 4 меточки поярче, чем остальные. В реальности он, конечно, ярче светит, чем на камере. Ну что же, харизматичная модель, и, наверное, вот когда ее выбираешь, понятно, что здесь неплохие характеристики. Здесь и 200 метров, здесь и тритий, здесь и неубиваемый кварц, здесь неубиваемый корпус, легкий. Прикольная такая, мужественная, брутальная модель. Swissmade, опять же, бренд, да, всемирно известный. Поэтому почему бы нет? Если нравится что-то вот именно такое в такой стилистике, то ну, прикольно. Мне модель понравилась. Выглядит она здорово, и вживую она воспринимается даже еще интереснее, чем на каких-то дурацких рендерах, которые производители почему-то постоянно делают и не заботятся, чтобы вот их модель выглядела прям вот сочно, спело и очень красиво на картинках. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.